Всем привет! Меня зовут Джамина, и я из Великобритании. Сегодня в этом видео я хотела говорить с вами о том, почему я изучала и еще учу русский язык. Я начала изучать русский язык, когда я была в школе. Мне было 11 лет, и я училась в гимназии. И там русский язык был обязательным предметом. И, обычно люди удивляются, когда я говорю, что русский язык был обязательным предметом, потому что это очень редко бывает. В Великобритании люди обычно изучают языки как французский или испанский в школе, но почти никто не изучает русский язык, это необычно. Но в моей школе русский язык был обязательным предметом, там языки считались очень важными предметами, и нам всем обязательно было изучать 3 языка, поэтому я изучала русский язык, французский язык и немецкий язык. И я сама не выбрала эти языки, мне не дали выбора на самом деле, мне просто сказали, ты будешь изучать вот эти 3 языка и все. Но в моей школе так получилось, что мои учителя русского и немецкого были очень классными, просто очень классные учителя, и я очень любила эти предметы. И я поняла, что я просто очень люблю языки. Мне было так интересно учить новые языки и узнать о новой культуре. Поэтому я продолжала изучать языки. Я продолжала изучать именно эти языки, русский язык и немецкий язык. Когда я была в последнем классе в школе, я решила, что я хочу поступить в университет, и я хочу там изучать языки. Но, честно говоря, я тогда не была уверена, хочу ли я изучать русский язык в университете. Я думала о том, чтобы бросить русский язык и изучать какой-то новый язык в университете, или, может быть, только изучать немецкий язык, потому что я очень боялась в России. И я знала, что если я буду изучать русский язык в университете, я, наверное, поеду в Россию на какое-то время. И я этого не очень хотела. Просто из-за того, что я тогда очень мало знала о России, и я просто думала, что в России такая холодная страна, и люди там не очень приятные, и да, мне, наверное, не понравится Россия, и я просто поэтому хотела бросить русский язык и сделать что-то другое. Но я долго думала об этом, и я решила, что бросить русский язык – это неправильное решение, потому что я изучала его 7 лет в школе, и это много времени. И я также думала, что на самом деле я никогда не была в России, и, может быть, мне понравится эта страна, кто знает. И, я мало знаю, и, может быть, все будет нормально, если я поеду туда. И поэтому я решила просто игнорировать все эти негативные мысли и продолжать изучать русский язык в университете. И, может быть, все будет хорошо. Поэтому я поступила в университет, я поступила в Кембриджский университет, и я там изучала русский язык и немецкий язык. И мне очень понравился мой курс. Я там могла изучать литературу и историю, и я могла поглубже учить эти языки. И на 3-м курсе у меня была возможность поехать в Россию в первый раз. В моем университете так работает, что на 3-м курсе все студенты проводят время в стране изучаемого языка. И мы могли сами организовать этот год.
И я решила провести 3 месяца в России и 7 месяцев в Германии. И я поехала в Питер, и я там училась в языковой школе, и я там жила у русской женщины. И когда я приехала туда и больше познакомилась с русской культурой, с русскими людьми, и больше видела Питер, я просто была в шоке, потому что мне так понравилось в России, и я этого вообще не ожидала. Я познакомилась с такими приятными, теплыми людьми, и я этого не ожидала. И я думаю, что это жалко, что есть такая картина, что Россия холодная страна, там люди холоднее, не теплые. Потому что в русские, с которыми я познакомилась, самые теплые, щедрые, гостеприимные люди, которые я знаю. И я просто была в восторге, и я очень любила там жить. Я любила все достопримечательности в Питере. Просто было такое классное время. Я даже нашла работу в Эрмитаже. Я там работала волонтером и могла помогать с переводом текстов с русского на английский. И я очень прекрасно провела время, и было так классно, что 3 месяца не было достаточно, и я была разочарована, что нужно было так быстро уехать из страны. Но я решила, что я когда-нибудь вернусь в Россию точно. Поэтому после поездки в Россию я поехала в Германию, там провела время. И я после этого вернулась домой, закончила учебу. И я решила вернуться в Россию после окончания учебы. Я вернулась в Питер, и я там работала, жила 1 год. И я там просто снова влюбилась в страну, в культуру, в город. И я очень классно провела время и подружилась с людьми, и просто была в восторге еще раз. И я очень рада, что я могла поехать в Россию. И я очень рада, что я не бросила русский язык, и что у меня была такая возможность поехать туда. Поэтому я очень рада, что я там была. И я буду продолжать учить русский язык и надеюсь, что я могу вернуться в Россию когда-то в будущем. Но это все. Спасибо большое за просмотр и всем пока!